меня есть один тост, который еще давным-давно в Авгике была актриса, такая откуда-то с Украины. У нее был вечный тост, когда мы выпивали за своеобразие текущего момента. Кто как его понимает в его беспредельности и бесконечности. И так как мне всегда казалось это очень смешно, и я почему-то запомнила и за своеобразие текущего момента в разных ситуациях и в разных наших исторических временах хотелось это сказать. А почему вы не пишете биографические книжки? А нахрена? Зачем? Ну, чтобы запомнили вашу историю так, как вы ее рассказали. А для чего мне, чтобы мне ее запоминать? Я вообще не люблю. Я люблю в тени быть, потому что такая публичная профессия, что она полностью восполняет желание выговориться и в чем-то исповедоваться. Полностью. Интервью, какие-то статьи. Это все только связано или очень попросили, или очень хорошие друзья. Скажи, Гордеевой, скажи. У меня только одна просьба. Мы не говорим о политике. Ну, а если затронем какую-то вещь, мне что делать? Не, ну если затронем, то затронем, но в целом давайте не будем. Хорошо. Цвет выберите. Цвет. Какой будет цвет? Я синяя. Ну, синий на синем будет не очень. Да. А как это желто-блакитный? Значит, надо желтый. Желтый. Все, желтый. С синим. Отлично. Подарок украинцам. Вы Желто-блакитный. не можете без политики, черт. А я их люблю очень. Вы не ведете дневник. Вот дура, идиотка, я себя проклинаю. Я столько видела. Я столько объехала и проехала. У меня такие были встречи. И ничего не записали? Нет, идиотка, сумасшедшая. Ну, вы даете. Да. Но есть хотя бы какая-то такая встреча, которую вы все равно в сердце носите? Ну, как что-то, какие-то остались вот такие капли. И я сейчас понимаю, что у меня была очень интересная жизнь, и была невероятные истории, которые я видела, знала, и через которые я врезалась в эту жизнь. Ну, как я могла это не записывать? Вы в свое детство часто возвращаетесь? Нет. Почему? Ну, потому что, не знаю, я такой человек, я больше вперед смотрю, чем назад. Ну, знаете, есть у каждого такие какие-то островки, да, где ты чувствуешь себя хорошо и безопасно, и там мама, папа, и это все как-то рядом. Ну да. Какие-то годы были, когда там была. Потом пришел тот возраст, когда думаю, что завтра, что послезавтра и что сейчас. И те надежды, которые были там в 90-е годы, постоянно на что-то надеешься. И вдруг оказывается, что вот это будущее прекрасное напоминает очень черное прошлое опять. Пользуюсь этой цитатой. А вам действительно кажется, что 90-е были хорошим временем? Для меня да. Хотя нищета. Мне мама позвонила. Они мои копии еще были. И она мне позвонила и сказала: доченька, запиши рецепт красной икры. И дальше, значит, соседка рассказала. Эти самые морковка, кажется,
сливочное масло, еще какие-то ингредиенты, и все это каким-то образом. И еще она мне звонила и говорит: ты знаешь, доченька, оказывается, вот папа говорит, что вот эта лягушачья икра, которая вот в болотце, ее можно собирать и каким-то образом приготовить. Я помню, это расплакалась и сказала: мама, пока я жива, ты не будешь есть лягушачью икру. Нищета, война в Чечне, Да. бандитизм, профессура, которая торгует в Лужниках. Вот это все перевешивает ощущение надежды, которое давали 90-е. Я сейчас не могу сказать, что перевешивает, потому что я это так далеко уже, что я другими глазами на это смотрю. Но то, что была надежда и вдохновение, это факт. Несмотря на... То есть вы хотите сказать, что самое светлое, такое самое классное время в вашей жизни это были 90-е? Нет, всегда молодость. Самое лучшее, что есть, это молодость. До скольки лет у человека длится молодость? У кого как. У вас? Да, я не знаю. Я не успела заметить. Как-то не успела. Я не знаю, у кого как. Есть люди, которые до конца остаются свежими, ясными, молодыми. До конца. У меня такое ощущение от вас, что вы... Нет? Нет. А в какой момент вы почувствовали, что вот вы стали уставать? Ну вот, например, я это очень ярко почувствовала во время вот этой вот, как это называется, изоляции. Я никогда так долго не сидела вот, чтобы не работать, чтобы ничего не делать. Ну, правда, за это время несколько, вот этот Zoom появился, в котором несколько спектаклей удалось сделать. Слава богу, что какие-то есть люди, которые... Когда-то познакомилась с такой чудной драматург, есть Ивашкевичус. Да. И я у Кирилла Серебренникова смотрела какой-то его спектакль, я потом поднялась в кабинет к Кириллу, и там познакомилась с этим Ивашкевичусом. И вот оно отозвалось. Вдруг пришло приглашение от него. Замечательная совершенно пьеса, которая очень сильно отражает то, что сейчас происходит и в мире, и у нас, и везде. Она называется «Спящие». Это фэнтези, так. Я не могу сказать, что я люблю фэнтези, но очень мощная пьеса, и вот мы ее сделали. Там был блестящий актерский состав. Как же мир изменился-то, а? Повсюду медведи, медведи. Эти наши несчастные дети идут в этих страшных тулупах. Каждую зиму шаг из дому, как будто в открытый космос, будто в космос. И так это неэлегантно. Меня потрясло другое. Что Гриша Гладий, с которым мы снимались когда-то в Вильнюсе и подружились, а он уже где-то живет в Канаде. Другая моя знакомая в Париже, потом еще другой актер оказался в Париже, другая партнерша в Израиле, в Тель-Авиве, кто-то в Красноярске. И вот это, когда весь мир объединился на одном материале, это вообще восторг. О, детство, как же оно успокаивает. Закрывает глаза, наслаждается песней. И не люблю свою молодость, не люблю ее, музыку не люблю. Эти войны, блокада, голод, боже мой, что мы там пережили, а детство? Детство какое-то светлое, только оно и осталось. Зависимая профессия у актера. А как же? Тяжело, Какой да? у тебя режиссер, такой ты и актер. Все остальное можно пережить. И, допустим, дурная роль там, или неудачный спектакль, или неважный сценарий. Я столько раз попадала в кино, когда денег не было, и мы не позволяли себе отказываться даже от плохих сценариев, от плохих ролей. Но в такое барахло влипала. Это так.
Но какой режиссер, такой ты актер. И если в твоей жизни не встретится, как у меня это произошло в жизни, если бы не появилась Галина Борисовна, если не появился Виктюк, если бы в свое время, я еще не знаю, кого вспомнить, ведь были очень хорошие Крымова. да, и Могучий. Да. И если бы я не увлеклась еще задолго до того, как я с ним поработала, этим режиссером, и какой-то... Это вы про Могучего. Да, а даже когда с ним не работаешь, он влияет на тебя. Ты смотришь его спектакли. Каждый раз, когда я приезжаю играть в спектакли в Питере, я пытаюсь, чтобы в этот приезд остаться и посмотреть новый его спектакль. А ничего, что тут не шибко уютно. Послушайте, гримерки Театра нации самые красивые гримерки в российских театрах. А я люблю эту гримерную, тут много хорошего было. Но этот спектакль – это не подарок. Он замечательный сам по себе, но я почти 3 часа сижу в засаде тут. Вы выходите там в начале и в конце. И в конце. Немилосердно. 4 часа. Но этой роли не было в этом рассказе, из которого он сделал это чудное театральное такой сюрприз, потрясающий совершенно. И тут столько сказано о сегодняшнем дне. Ну, что делать? Там же вроде еще о смерти много. И о смерти. И про 90-е годы. А ребята в Минск едут-то. И тут и Белоруссия. И тут очень много того, что в воздухе висит сейчас. Эти интернаты страшные. Он нашел повод и привлек очень хорошие тексты, очень хороший материал. А мне почему-то всегда казалось, что спектакли Могучего о смерти. Почти все. Нет. Ну как? Нет. Губернатор разве? Губернатор нет счастья, да. Алиса, да. Ну, Алиса, да, но все равно не о смерти. Циркамбуланты, да. Циркамбуланты, да. А вот эти 3 толстяка нет. Хотя девушка смерть есть. И Тибул идет под куполом этого театра. Идет Тибул на свою смерть, да? Ну, просто есть всегда у режиссера какая-то такая история, которую ему очень важно рассказать. То есть вот Но у него спектакли не депрессивные, хотя вгрызаются... Ну, смерть-то это и не депрессивная история. Нет. Ну, да, я смотрю эти 3 толстяка, и они не депрессивны. Там нет уныния. Там все равно это вкусно все. Это запоминается, это трогает. От одного медведя можно сойти с ума. И такие чудные эти герои. Язык потрясающий.
Вот я, кстати, не воспринимаю вообще смерть и всю историю со смертью как какую-то депрессивную... У него это не так. А что такое смерть? Еще не знаю, скоро узнаю. Как вы думаете про это? Ну что после жизни? Все время думаю об этом, но только ничего не знаю. Кто у вас среди артистов близкие друзья? Я вообще не очень такой, как вам сказать, коллективный человек. У меня мало друзей так по всей жизни. Вот мы друзья с Инночкой Чуриковой, еще с Тюза. Очень любила Покровскую, и мы с ней играли вместе деньги зарабатывали, когда был этот ужас. Эти маленькие зарплаты, и негде взять деньги. Это какие-то годы были вот такого нищенства. Как-то я не очень востребована была тогда, пока кино не появилось так крупно, по-крупному. В театре была не очень востребована. И мы играли концерты с Аллочкой, Миша Жигалов, Аллочка. Правильно я понимаю, что вот, не знаю, до 90-х, наверное, годов вы почти ничего не зарабатывали? Да, так было. А почему? Потому что считается, что... А в кино у меня ставка была 5 рублей. В час? Нет, за съемочный день. Потом вдруг было заседание худсовета, который возглавлял, я запомнила, Тихонов. Или худсовет, или какая-то комиссия, которая... Тихонов, в смысле Вячеслав Тихонов? Да. И вот якобы, это мне передали, он сказал, а можно было там не 5 рублей, а, допустим, 10 дать мне за съемочный день. Я не помню, какая следующая была ставка, я не помню. Но моя была 5. И он сказал, она еще будет сниматься, давайте ей сразу 20 сделаем. Я дальше уже снималась 20 рублей в день. То есть вы стали уже побогаче? Побогаче. А в театре сколько вы зарабатывали? В ТЮЗ меня взяли на 40 рублей. Инженер получал примерно 100. Нет, это был вспомсостав. И только через несколько лет мне сделали какое-то повышение. А в «Современник» что-то 8 там фигурирует. Может, 80? Может, 80. 80 скорее. Да, 80. 85 рублей, вот сколько. И мама моя столько же получала. В Майкопе. То есть вам похвастаться-то нечем было, когда вы звонили родителям? Они мне помогали. Они вам помогали? Угу. Ну, папа был режиссер, он больше получал. Чуть-чуть. А это, наверное, такое, неловкое, да, ощущение, когда ты, в общем, в Москве. Нам казалось это нормальным. Но когда я пришла в «Современник», и оказалось, что мы зимой и летом выезжали с концертами, вот где... Правда, один раз мы поехали, когда началась война в Афганистане, и куда мы не приезжали, все ушли на фронт, все закрыты были, все дома культуры. Дворцы культуры были закрыты. И мы приехали в Ташкент, и тоже я видела, как за окном нашей гостиницы стоят солдатики, которых отправляли в Афган. А вы понимали, что это афганская война? Да. Да? И какой-то, видимо, генерал вот в такой папахе из овечьей этой шерсти. Вот как серые такие воротники были тогда у военных. И что... И все эти солдаты, которые стоят... И мы поняли, что и сегодня зрители не придут. То есть ваши зрители – это солдаты были? Нет. А раз отправляют, почему-то закрывали, и люди не шли на спектакли, не покупали билеты. Дом офицеров, наверное, был. Может быть, да. Я еще помню, почему-то мы... Солдат не было, и мы где-то вот, где солдаты спали, на панцирных... В казармах? В казармах, на панцирных этих сетках спали. И я помню, что Галя Соколова сказала, боже мой, какой ужас. Сегодня, наверное, опять будет пустой зал и отменят концерт. А Хлевинский, лежа на этой панцирной сетке, сказал, и это на всю жизнь осталось в мемах «Современника», он сказал, подумав, все равно выгодно.
Кеша, или рот закрыли, или в клетку сели. Поняли? Привет. Скажи Гордеевой, я стараюсь говорить со своими собеседниками максимально честно. А хотите 3 правдивых факта обо мне? Во-первых, жертвоприношение Тарковского я досмотрела до конца только с 5-го раза и ничего не поняла. Мой муж об этом до сих пор не знает. А теперь даже не тайна, а такой стыдный фактик обо мне. Я люблю и знаю очень много матерных частушек. Ну и самый большой секрет. Когда никто не видит и не слышит, я играю тайком на дедушкином аккордеоне. Нет, я вам играть не буду, не волнуйтесь. Когда моих детей нет дома, я сажусь за их стол и раскрашиваю тайком их раскраски. Дети мои ни о чем пока что не догадываются, но скажу вам, это очень успокаивает нервы. Всего этого обо мне почти никто не знает. Ну, потому что мы редко вообще говорим о себе правду. Людям есть что скрывать. А вот бренду сыров Uno Grande скрывать нечего. Поэтому весь состав их сыров написан прямо на лицевой стороне упаковки. Это ведь именно то, чего нам так не хватает в продуктах. Простой, понятный и правдивый состав. Он есть на всех сырах бренда, а их у Uno Grande очень много. Моцарелла, маскарпоне, рикотта, рабиола, крем-чиз, качу-кавалло, качу-рикотта. Боже мой, мне кажется, я знаю, что буду сегодня готовить. Это капреза, любимый салат нашей семьи. Он напоминает нам об Италии. По чуть-чуть песто на каждый кружочек моцареллы. Немного, совсем немного оливкового масла. Немного бальзамико, но это скорее для красоты. Не бойтесь говорить правду, ребята. Если у Uno Grande получилось, то обязательно получится и у вас. Все, Сережа, я больше не могу, хватит снимать, пойдем есть. Было ли вам страшно уходить из Института цветной металлургии и вот бросать все? И... Нет, мне не разрешали родители бросать такой чудный институт. Но я вырвала с корнем. Это мне настолько очевидно было, что больше никогда. А там был очень хороший какой-то кружок такой. И был очень хороший актер Арсений Романович вот, и из Ленкома. И он создал там какой-то вот театральный коллектив. И я в него попала и поняла, что... Не нужен мне ни цветные металлы, ни золото. Ничего мне этого не надо. Как вы поступали? Куда? В ГИТИС. Ну, я с трудом. С трудом. Никто меня не брал. Я и в Щуку ходила, и в Щепкинское, и в Амхат. Что-то никуда не брали. А потом вдруг... в ГИТИСе адыгейская студия, и я туда рванула. Ну, вообще, и там тоже особых успехов не было. У меня как-то я поздно, хотя вот папа режиссер, мама актриса, но я очень поздно проклевывалась вот это природное, мою страсть. Очень поздно. Что должен человек почувствовать в себе, чтобы понять, что он принадлежит актерской профессии? Ну, я в себе сомневалась вплоть до Коломбины. Все время сомневалась. И в ТЮЗе я тоже из-за того, что я человек не поющий, у меня все, и папа, и мама, все поющие, дедушка музыкант. А я нет, совсем мимо. И это бывало страшно. А там петь все время в ТЮЗе надо было. И все за меня партнерши переживали. И мне... И дирижер вставала с этого, и мне дирижировал. И так, и все. Все за меня болели, но это было трагично. Очень. Очень жалко, что у меня нет этого таланта. А сейчас особенно это востребовано. Погодите, изображая жертву, вы поете? Таким трудом, как это вынес, когда мы записывали с Кириллом, и что он меня не унизил, не проклял за это. И то, что это делал вот тот, кто записывает музыку. Саша Манацков. Нет. С вами был. Ну,
Нет, я думаю, звукооператор это все делал. Сашенька там и познакомилась с ним, и он меня простил. И Кирилл простил, но запомнил на всю жизнь эти мои муки. Там, Да классно вы там поете. Чайный домик, словно бомбоньерка, утопал среди цветущих роз. С палубы английской канонерки в этот миг сошел один матрос. Он туда сошел, как подобает, увидать всех знатных моряков. Запросил вина и чашку чая. Больше ничего он не сказал. Слушайте, а были какие-то сомнения, играть, не играть в «Изображая жертву», потому что в театральной постановке играет Покровская. Ой, я Аллочке позвонила, мне так хотелось. Я же не знала, что там петь надо. Черт. Я позвонила своей любимейшей подруге Аллочке, говорю: Аллочка, мне Серебренников. Мама Миши Ефремова, моя любимая подруга, заветная. Я позвонила, говорю: Ал, такая история. Она говорит: да ради бога, снимайся, я тебя благословляю. И такая роль получилась вкусная. Да классная роль. Вкусная. И фильм вкусный такой какой-то очень важный для меня. Ну чё, все уже? Все. Ой, да пошел ты. Есть ли какая-то роль, про которую вы точно знаете, что она бы вам удалась, но вы ее не сыграли? Шарлотта. Ну, никогда не давали мне. Я думала, вы сейчас скажете Джульетта. Джульетту мечтала, да. Никогда ничего до этого дела не доходило. И когда в Тюзе поставили Ромео и Джульетта, я играла пажа Тибальда, который выходил в таких трусах на веревочке, вот тут с кинжалом, в шапочке, и говорил: кругом могилы, надо поневоле. Слушайте, это нужно как-то обладать какой-то невероятной волей к жизни, чтобы после всего этого вообще продолжать верить в театр и остаться в профессии. Нет, это не воля к жизни, а это пессимизм мой, что лучше не будет. Надо сидеть тут и делать это хорошо. Большего не дано мне. А вы любили свою работу в Тюзе? Сейчас-то я думаю, что это опыт был важный, но тогда я не чаяла, как уйти во взрослый театр. В какой-то момент уже горло... какой-то момент уже невыносимо было. А при этом, помимо работы в театре, у вас есть какая-то другая жизнь, где вы со своей подругой Чуриковой ходите на спектакли Эфроса. Да, мы были такие вот настоящие, такие поклонницы. Поклонницы. И у меня даже в памяти одна вещь осталась. А я же у него снималась. В Тане. Вам я низко кланяюсь, очень низко. Кланяюсь. Спасибо большое. К вам пришли. Это для меня было такой подарок, что меня взял Анатолий Васильевич. Но мы были такие рьяные. Я помню, какой спектакль, я не знаю. Он купил машину, Анатолий Васильевич, и он недолго был за рулем. И вот мы так с Инкой восхищались, и он решил меня отвезти домой. Как я вообще это могла? Я всю дорогу ему говорила комментарии к спектаклю. Вот только я не помню, какой это был спектакль, потому что они все были один одного лучше. Восторженные комментарии. Угу. А он слушал. Да. Но мечтать о том, чтобы у него сыграть на сцене, не приходилось? Нет. Инна позвонила ему и сказала, что Лильке надо уйти из Тюза. Она уже, так сказать, мне уже было лет 35 тогда, и что она уже не может, ее тошнит от мальчиков, от пионеров, и хочет уйти Анатолий Васильевич. И она мне звонит ночью и говорит: сейчас тебе будет звонить Анатолий Васильевич. Ой, я так перенервничала. И, в общем, я ему тоже это все сказала, и он должен был поговорить с Дунаевым. Я позвонила Дунаеву,
Анатолий Васильевич мне дал его телефон. Я говорю, ты его попросил? Ну, вообще. И тот сказал, вы типичная травести. Вам нельзя, сказал мне Дунаев, я фамилию запомнила. Главный режиссер, который был над Анатолием Васильевичем, потому что, ну да, над ним надо было быть кому-нибудь, потому что он был слишком светлая личность и слишком мощный режиссер. Поэтому ему нужно было, чтобы над ним был главный режиссер. Такое время было. И он мне сказал, держитесь за ваш театр. За ТЮЗ, в смысле? За ТЮЗ. Потому что вам нельзя работать. Это ваше. И что-то он мне такое сказал, что моя миссия – играть пионеров. Я с этой миссией так еще на несколько года, 2 еще застряла. Но слава Богу, что пришли смотреть. Я играла бабушку, я бабушка Илько Илларион, и Галина Борисовна так не взяла меня, хотя я очень просилась, прислала Лилечку Толмачеву, по-моему, чтобы она посмотрела меня в роли бабушки. А в это время кончились бабушки, одна в больнице, другая. Понадобилась бабушка. Вот я пришла к Галине Борисовне, я тоже была такой поклонницей современника. Если не давали места, то я готова была на полу, наверху, на ступеньках сидеть. И все, смотрела, и вообще влюблена была совершенно в этот театр. И мне так туда хотелось. И я наглая, я уже тогда снялась у Ильдара Санча, не помню, в какой-то из первых фильмов. Я сказала, Галина Борисовна, ну, мне одно условие. Больше ни одного пионера, чтобы в моей жизни не было. Я не хочу больше играть пионеров. И, по-моему, я сказала, из сказки достали. И вот, да, видно... И получили бабушек. Да, и слава Богу. Это было гораздо интереснее, чем эти примитивные бесконечные пионеры. Как вам было в первые годы в «Современнике»? Приняла ли вас труппа, при том, что у «Современника» довольно Нет, сложно? сначала нет. Сначала нет. Как-то трудно было очень. С кем вы могли об этом поговорить? Я помню только, что я с какой-то репетиции пришла, где все, ну, несколько актрис меня учили, как играть эту бабушку в эшелоне. Кажется, это. Я пришла домой на нервах и нечаянно села на телефон. Чего-то случилось, что у меня началась истерика от того, что я села на телефон. И все, что у меня там накопилось за это время, когда меня не очень пока принимали, партнеры, актеры, у меня такая истерика была. И я поняла, что у меня ничего не получится в «Современнике». Я тюзовская актриса, и нифига. Но потом как-то что-то такое перевернулось, и появились любимые люди, друзья. А вы были любимицей Волчек? Нет. Нет, но вспоминаю ее с любовью. Я вот играла первый раз за 7 месяцев, играла Джин. Игру в джин, да? Игру в Джин. И в какой-то момент, там трудный момент для актера, я подумала, а вдруг она в зале? А смотрите, получается, что ролей особых нет. Денег вы особых не зарабатывали. А сколько раз за этот период вас посещали мысли о том, чтобы уйти из артисток? Ни разу. А вы не ревновали? Ну, я не чувствовала на себе любви, но при этом все равно, вот как мы репетировали «Трудные люди», допустим, как мы репетировали «Джин», как «Эшелоны», там, да. Я не часто у нее играла, но она так умела подвести к тому, чтобы было чувство. И для нее это было очень важно. Чтобы это было не имитация, а чувство. И настоящая боль, а не подстава. Она очень умела подвести. Вот это я ей благодарна ужасно. И то, что она меня взяла во взрослый театр, хороший театр. Но годами сидела без работы. Но
когда уже совсем было невыносимо, обязательно появлялся кто-то, кто мне давал... Есть роль, которая вот вы считаете, что идеально сыграна, и вы ею страшно гордитесь? Нет. Не было. Даже у Виктюка? Ну, сейчас по воспоминаниям, как бы это был опыт очень важный. И как бы, что Виктюк меня с этой Коломбиной вывел на настоящий уровень. Актерский, театральный. И это был его, как бы сказать, тогда, в этом возрасте, это был его высокий такой уровень, который он взял. И он был очень хорош как режиссер, как человек, как такая мощная харизматическая личность. Получается, вы когда пришли в «Современник», до Виктюка у вас вообще... Не ладилось. Немножко тут, немножко там каких-то старушек я играла. И если б не Виктюк, то я так бы и приехала к вот этому своему В одной паре. возрасту, да, когда уже пошла опять по бабушкам. Но в 36 лет было еще рано. Если б не это, если б не Петрушевская, Кстати. пришли новые драматурги в театр. И Виктюк их принес. Ну, вообще фантастика, когда вдруг соединяются Виктюк, Петрушевская и вы. То есть это, ну, представить себе более разных И людей, там более актерский был очень хороший состав. И вот все были в хорошей форме. Вот так редко бывает, когда вот прямо сошлось все, звезды сошлись. Ну, как Виктюк вам предложил роль? Ну, мы дружили с ним. А, дружили прям? Да, и это была та полоса жизни его и моя, мы были другие. И от этого было легко было, очень было важное общение и очень питала эта дружба. Но на вот этом спектакле «Стена» как-то нас разбросала, и я стала другая, и он стал другой. Люди же меняются. Хотя он был замечательный, этот спектакль тоже. А когда вы про себя внутренне решили, что вот вы актриса, о каких ролях вы думали? Как вы себе себя представляли, что вы кто? Ну, я не уверена в себе была всегда. И всегда хотела, чтобы мне кто-то ответил, я вообще актриса или все мимо. И все мои внешние данные, даже пошутила, я же стала жаловаться, Ильдар Александрович, мне нельзя с этой стороны нахабцев, сказал, мне только с этой стороны можно снимать. Он сказал, да, внешность на любителя. Ильдар Александрович. Да, и операторы меня по много раз вызывали, чтобы как-то ко мне приноровить. И я знала, что я, как бы у меня масса недостатков, чтобы быть актрисой. Масса. Я только после Коломбины как-то вдруг крылья появились. Это вот Виктюк. А как вы познакомились с Рязановым? Как он вас нашел? Чуть мне позвонили, по-моему, это был... Вот где мы с Талызиной играли. «Ирония судьбы». «Ирония судьбы». Позвонили, что вот Ильдар Александрович. Я сказала, нет, я не буду. Это не хочу. Тогда он мне позвонил и сказал, вот запомните, лучше сняться в маленькой роли у хорошего режиссера, это я, чем в главной роли у плохого режиссера. Ну, что правда, конечно. А если бы была главная какая-нибудь роль? И потом бы, например... Или нельзя сыграть хорошо главную роль у плохого режиссера? Я не знаю, я не пробовала. У плохих режиссеров всегда плохо получалось. Вся эта сам фильм и сама эта матрица была ужасная. И что ты там ни делал, все равно ты будешь нехорош. Когда, в какой момент вы стали с Рязановым друзьями? Мы же близкие были друзья. В общем, да. Ну, вообще Ильдар Александрович любил своих актеров. И если попадался, и было такое на моей судьбе, когда, чужой человек,
Абсолютно. И он подошел ко мне, Ильдар Саныч, и так, и так, и так. Но не совпадение жуткое. И он мне шепотом сказал: ты знаешь, я его снимаю первый раз, он же последний. Так и получилось. Был такой один случай. Но вообще он любил своих. И вся вот эта компания из фильма в фильм с ним кочевала. Да, пока не состарились. Потом появились более молодые. И тоже, они тоже были его. Ну, подождите, до, извините, старых кляч все вместе. Да, старый кляч. Но потом тоже же были фильмы. Ну, потом были фильмы, но уже без вас. Да. На любом ветру должны устоять. Только так. По-другому и не стоило жить. Ведь иначе мы вас можем послать. А как он работал? Но я считаю, что из всех режиссеров он больше всех работал с актерами. То есть вы репетировали? И репетировали, и что-то он подсказывал, и что-то он бросал, и что-то он вбрасывал. Иногда вот я очень этим грешу, и там, допустим, Гафт этим, и Басилашвили тоже. Когда идет свой текст на эту тему, и он оказывается более ярким, чем в сценарии, он это Например, попадает. где? В «Небесах обетованных». Там были отсебятины, почти у всех. Это мой любимый фильм. Да, Да. да, пожалуй. Тебе папа с мамой денежку дали? Дали на завтрак? Ну, дали немножко. Дали немножко. Ты же все равно все прокуришь, проиграешь в автоматы. Дай тете Фиме денежку. Она за твое здоровье супу выпьет. Эх ты моя умница! Да что ж ты мешаешь работать? Как-то вас задевает то, что вот у вас есть две Ники, да, и они обе за второстепенные Да, роли. тогда задевала, да. А когда перестала задевать? Сразу же. Ну, я не охоча до наград. Ну, дело не в награде, а дело в реализации, наверное. Ну, мне тогда казалось, что «Небеса обетованные». Я почему-то думала, что я тут главная. Но была не права. Как вы снялись у Германа в «20 днях»? Он 4 месяца не пишет, нету писем. Совсем. Я начинаю думать. А вы не думайте. Ждите и все. Да? Да. Вы так считаете? 4 месяца это не срок. У этой героини нет даже имени. Но при этом это один из самых запоминающихся эпизодов в фильме. Я очень высоко ценю Лешу. Но то, что непростой человек. Непростой человек. И мои вот с ним встречи и взаимоотношения уже потом, через 5, через 10 лет, я понимала, что мы где-то с ним не совпадаем. И если есть мистика, вот единственное, что я помню, когда надо было вылететь в Калининград, что ли, на съемку, я никак не могла вылететь. За мной прислали второго режиссера, чтобы он меня туда вывез. И результат был ужасающий. Я в ТЮЗе-то работала, и у меня была главная роль. Мой брат играет на кларнете. Такой спектакль. Я на него не прилетела. А есть у вас такая ревность, когда вы смотрите спектакль режиссера, который вам очень нравится, что вот вы смотрите, вот эту роль я бы могла сыграть? Ну, конечно. А как же? Но могла, я смотрю, ой, как она замечательно играет. Я бы так не смогла. У меня другое. Я самоед. Как можно с вашим опытом волноваться перед премьерой? Уже выходить. Именно. Да? Ну. Я тут поздравляла Ниелову с премьерой. Уж столько лет вместе работаем. Я ей только хорошее сказала. Но ее било все, она вся опухла. И она на меня смотрела, как будто я пришла ее ножом зарезать. Поздравляли с чем? Ну, что она хорошо сыграла с премьерой у Рыжакова. Вы бы это видели. Как она волновалась? А как же? А нет, что ли, такого, ты с годами тебе все проще и Все проще? хуже и хуже.
Ну, у некоторых с самого начала спокойствие, и под конец тоже спокойствие. Ну Классно. вот, мы такие. Есть режиссер, у которого вы хотели бы сняться, я сейчас имею в виду кино, но не вышло? А, нет, я так не могу. Ну, у кого я хотела бы сняться, но их много. Но не зовут. У кого? Звягинцев. А, да? Как этот питерский? Балагов? Палаков, да. Замечательные все эти ученики чудесные. Я вот посмотрела. А, Сакурова вы имеете в виду? Ну, Сакуров. Его ученик, который снял «Русский мальчик». Саша Золотухин. Вот. Потрясающее кино. Я даже не выдержала и Саше позвонила, потому что я была потрясена этим фильмом. Саша, в смысле, Александру Николаевичу Сакурову. Да, Вам понравился фильм? да, очень, очень. Я считаю, что это такое мощное, такое... Ну что, я буду звонить Смирнову и говорить: возьмите меня, Андрей. Что я Звягинцеву буду говорить: что ж вы меня не берете? Хотя я с ними со всеми знакома и люблю их. И Хлебников потрясающий. Том замечательный вот этот режиссер, который снял «Звоните Ди Каприо». Жора Крыжовников. Жора Крыжовников. Вот у него Инночка снимала. Очень. И оказался умнейший человек. Я думаю, Крыжовников. Оказывается, умный, интересный, талантливый. И, конечно, это... Двухметровый. Двухметровый. Это, ну, для меня рост – это не главное, как вы понимаете. Да, я через это прошла. Вы верите в то, что еще будет главная роль большая у вас? Нет. Нет. У меня такое впечатление, что пока я сидела в изоляции, это же почти 7 месяцев, и последнюю роль в кино я сыграла как раз перед пандемией. У Милены Фадеевой, чудный режиссер, я не знаю, что там получилось, я не видела, но у меня очень хорошо было. У меня были дивные партнеры последний раз в жизни. Хотя я отбивалась, я говорила, что уже не могу, я не хочу, и уже поздно. Как картина называется? А я не знаю, как она сейчас называется. Не знаю. Но она скоро выйдет, говорят. Что такое востребованность? А черт его знает, что такое востребованность. Не знаю. Не знаю, бывает востребовано, бывает то, что уже давно протухло. Бывает востребованность того, к чему привыкли, что прям вот люблю я вот этот киевский торт, и до конца жизни. Я так оливье люблю, и до конца жизни сделайте мне оливье. И вы ничего другого не хочу. Человек не виноват в этом. А востребованность актерская? Это понятно. Это понятно. Это когда человек не... Когда есть масштаб личности. И если масштаб личности совпадает с теми режиссерами, и с теми драматургами, и с теми смыслами, которые доверяют этому актеру, то как бы он стар не был, как бы он не был, использовал уже все свои возможности, а все равно в нем есть потребность. Потому что он пользуется теми смыслами, которые сегодня гремят в воздухе, и у всех это болит. Вы чувствовали себя востребованной? Не всегда. Когда чувствовали? Ну вот когда я работаю с Андреем Могучим, я чувствую, что я принадлежу к какой-то формации, за которую я даже не должна говорить, мне не стыдно, а я горжусь, что я чуть-чуть свои 5 копеек ставила, и что я там, я с ними. Про цирк амбуланты. Вы же все-таки вот по сути своей Дон Кихотка. Нет. Нет. Ну, во всяком случае, это мой герой. И я не знаю, как он учуял, Андрей Анатольевич. В какой момент... Ну, мне это близко, и меня это сильно волнует. А то, что волнует, хочется играть. Уважаемая публика, дамы и господа, сеньоры и сеньориты, сегодня вашему вниманию
будет представлен забытый, но прекрасный номер, в котором добро побеждает, а зло получает по заслугам. В какой момент вы перестали быть как бы со всеми и почувствовали в себе смелость быть против всех? Вот Ну, я не против всех. Ну, не против подавать голос, который не в общем хоре. Ну, потому что у меня среда такая. Мы такие. А как же? Мы чуем друг друга. А как же? Я не одна. И таких людей прорва. Прорва. Смотрите, куча людей говорят вокруг, мы боимся, учителя, мои знакомые, мы боимся пойти на митинг, потому что нас уволят из школы. Мы там работаем. Сейчас им еще хуже будет. Прокуратура же обратилась с этим, кого называть во все университеты, как быть со студентами, с педагогами, и что реестр, что подходит под враг народа. Ничего? А когда вы писали письмо Сталину, вы боялись? Ой, ну это же девочка была, мне учительница надоумила. У мамы был тяжелый туберкулез. Чего боялась? Любимый товарищ Сталин был. Отец наш родной. Верили? Ну, или... Конечно. И вам ответили? Ну, ну, не он, конечно, сам, но мне, вот я попросила лекарства, и каким-то образом какое-то его окружение, я клялась, что я золотой медалью кончу школу, и что я была в каком-то 5-6 классе. Ну, это... И кончили? С большим трудом. Ну да. То есть вы слово сдержали? Из-за этого лекарства. Это для мамы было? Да. А лекарство помогло? Да. Смотрите, человек, ребенок в маленьком городе пишет письмо товарищу Сталину. Это работает и присылают лекарства. Так до сих пор работает? Иногда работает, а иногда наоборот. Совсем не работает. И тогда, я уверена, тогда так было. И это мне страшно пофартило. Но вы не боялись писать? Наоборот. Ну, с такой любовью. Единственный Господь Бог, кто мне поможет. Ну, до него это письмо не дошло. Там ответил какой-то дядечка. Но главное, что мне из Риги прислали. Из Риги. Вот кто спаситель. Охренеть. Не мне, маме. В какой момент вы перестали верить в то, что вот он добрый, хороший дядечка и помог? А когда в Москву приехала, и родители меня поселили у актрисы театра оперетты, ведущей актрисы, которая отрубила на Колыме такое количество лет. И я сначала от нее узнала. Потом я попала в замечательную семью Виктора Ефимовича Ардова. И там были такие антисоветчики. Туда приезжала Ахматова Анна Андреевна. Там дело было серьезно. Вы с Микой Ардовой дружили? Очень дружили и в театре вместе работали. А как можно понимать, кто такая Ахматова в стране, где ее не печатают? Ну, у меня вон тетрадки есть с ее стихами, которые мы переписывали. Когда вы учились? Нет, это уже я в ТЮЗе работала. И ходили списки, вы от руки переписывали? Да. Да нет, я знала, кто такая Ахматова. И даже тогда уже знала какие-то ее стихи и какие-то, и что-то из ее биографии. Тогда мы знали. Слушайте, ну вообще мне кажется, что среднестатистический советский студент тогда бы сбежал из этих антисоветских кругов. Ну, страшно. Посадить могли тогда легко за такие разговоры. Сейчас? Вот ребята эти из сети этой сейчас будут отсиживать. По болотному делу отсиживают. Но вот эти московские, когда в Московскую Думу выбирали. Это что такое? Это у нас ведь 21 век, между прочим. А что вы чувствуете от того, что вы не можете помочь? Ужасно. Я пытаюсь иногда помочь,
Ну, видно, у меня нелегкая рука. Я тут читала книжку про оттепель, большая такая здоровая книжка. Она состоит из документов, касающихся оттепели, там, всяких реабилитаций, разрешений, постановлений и так далее. Но складывалось ощущение, что доносы писали и тогда. Атмосфера была другая. И человеческое вот эти общение было замечательное. Вы в политех ходили на поэтические вечера? Очень мало. Почему? Не любите? Да я работала как зверь тогда в этом ТЮЗе. Как зверь, по 3 спектакля в день. Ну да, бывало. И в театры иногда пробивалась куда-то там сидеть, Раневскую посмотреть, где-то на балконе, там на ступеньках сидеть. Не пускали, не давали. Денег не было на билеты. Но что-то успела схватить в этой жизни. И когда приезжали великие актеры где-то, на Маньяне, ну тут уже я какими-то, я не знаю, как я пробралась. И мне ничего не видно было там наверху под крышей. И я стояла на стуле, а чтобы удержаться в этой там наверху, я держалась за какой-то бархат какой-то там висел, и он у меня оторвался во время этого. Но я увидела ее. Это когда Анна Маньяни на фестиваль приезжала? Да, видимо, фестиваль был какой-то. Приезжала. Вы ее увидели? Да. И как? Ну, это вообще Анна Маньяни, это у нас же было для нашего поколения, это же, я не знаю, как что, как кто, я не знаю, с чем сравнить. Но это было такое, что до дрожи. И любовь такая была невозможная. Но еще и молодость наша. И то, что ничего такого нету. То есть все-таки оттепель – это что-то такое, что ты сам себе придумываешь, а не то, что реально происходит в жизни? Я думаю, происходило реально. Это было время, конечно же, оно сильно отличалось от того, куда мы сейчас попали. Часто очень говорят, что тогда там был Товстоногов, был Ефремов, там, не знаю, Любимов, Эфрос и так далее. А вот сейчас как-то все измельчало. Нет, я не от вас этого не измельчало. слышу. Нет, не измельчала. Нет. Ой, я поражаюсь, как эта великая культура не сдохла, пройдя через такие страшные жернова. Она не сдохла. Она есть, была и будет, я считаю. Но люди обычно все-таки более ретроградны, что ли, да? Из спектаклей Могучего человек старше 40, в общем, с трудом может вынести. Нет, это зависит от того, насколько человек театрал. Театрал может быть и точно знает, где настоящий театр, а где фуфло, и где подражание, а где просто, ерунда собачья, а где то, что называется чистая традиция, не более того, традиционный театр. А реформаторы, вот как Кирилл Серебренников, как Могучий, я не знаю, кого еще сейчас назвать, что-то в голову не в свое время, Дима Крымов. Реформаторы – это совершенно другой театр. И вот мое поколение, оно всегда шло, почти все, за реформаторами. Это было очень важно – открывать новые двери и в профессии, и в театре, и в драматургии. И вот Петрушевская – это опять реформаторы в театре, которые полностью поменяли повестку. А вот эта борьба между, так называемым классическим театром, костюмированным, основательным, репертуарным, и новым, современным, который быстро меняется, вы на чьей стороне? Я всегда на стороне реформаторов. Всегда. Я люблю какие-то вещи. Допустим, в кинематографе я люблю Висконти. Кто ж не любит Висконти? От этой печки отошел весь кинематограф, даже сегодняшний. Феллини, Висконти, вот это. Я люблю Эфроса и помню какие-то вещи, и вообще до сих пор его фанатка. И я люблю Ефремова, я люблю Товстоногова, понимаете? Но сейчас сильно поменялся. Потом в наш театр пришел такой польский режиссер Люпов. Да, знаете. Очень многое изменилось.
И сегодняшний театральный язык, он совсем другой. И можно обожать Эфроса, и помнить его спектакли. И, никогда ему не изменю. Но, я видела один спектакль Люпы. Они привозили, был Чеховский фестиваль. Сидела я, Аллочка Покровская, и, по-моему, Наташа Тинякова была. Кажется, мне так кажется. Это было довольно давно. И вдруг все переменилось. И потом я видела его спектакль в Александринке. Угу. «Чайка». Кажется, «Чайка». Потрясающий спектакль. Ползала ушло. И когда я вышла, мы вышли потрясенные. Со мной были мои друзья. И меня окружили Люя, Меджина, актрисы. Ну как можно, чтобы у нас в Александринке такое дерьмо? И также мы привезли в Питер квартиру Коломбины. Это когда был-то? Черт знает когда. И уходили люди, хлопая стульями, возмущаясь. Но какая-то часть осталась, и это были цветы, и все. А те свистели. И ко мне очень подошли такие театральные питерцы. Нет, тогда ленинградцы, говорили: Лимиджи, такая хорошая актриса, ну как вам не стыдно в этом участвовать? Какая гадость. И прошло 2 сезона у нас в Москве, и все. Другой зритель, другое соучастие, другое понимание. И это уже был такой... 11 лет мы его играли. А как вот артист переживает, когда спектакль, про который ты думаешь на репетициях, что это что-то невероятное, ты выходишь на сцену, а они встают, хлопают стульями и уходят? Ужасно, трагедия. Как себя убедить, что это все на самом деле правильно? Не знаю. Я не знаю, я много раз через это проходила, и это очень страшное. Это страшная такая, как будто тебя отхлестали по лицу. Начинаешь сомневаться. Вот как-то зритель должен дозреть. Иногда режиссер и вообще создатели спектакля намного опережают и общественное мнение, и приносят другие формы, которые несъедобны для людей, которые вот это вчерашнее любят. Вот как сделайте нам, как вчера, но только еще лучше. Еще по-вчерашнее. Да, но только прям вот так же. Вот это сделайте нам. Браво. Сейчас, как вы можете уже сказать, современник живет после «Волчек»? Ну, еще как. Вот пока она болела, Галина Борисовна, ей очень трудно было вот держать на этом уровне театр. Вот она попросила Сережу Кармаша, чтобы он ей помогал. Это очень трудно было. Трудно. А сейчас появился замечательный лидер, которого в штыки, как вы знаете, встретили. Я сейчас слушаю вот в Ютьюбе, вообще в интернете и в газетах людей, которые, может быть, были в «Современнике» или один раз, или никогда. И они рассуждают сейчас, что происходит в «Современнике» после смерти Галины Борисовны нашей и с приходом Рыжакова, когда и очень приличные люди, вот блогеры, и когда они разбираются в том, чем был «Современник», и чем он стал «Современник», и какие происходят с «Современником» истории, это ужас, если бы они знали. Какую муть собачью они говорят, не зная, что такое театр изнутри.
И вообще то, что говорят про актеров, то, что говорят в связи там с Мишиной этой страшной аварией и вообще с тем, что некоторые наши актеры, вот вы просили не говорить про политику, но когда они стали с такими патриотическими лицами, большие актеры, стали предлагать, что надо проголосовать за новую конституцию и как правильно ее курочить, эту конституцию. И с такими лицами, господи, только у Маркса такое лицо на портретах. Но вам сейчас кайфово в театре. Ну, сейчас стала какая-то движуха пошла. Замечательный театр, полон молодежи. Какие-то стажеры, молодые режиссеры, молодые драматурги пришли. И как-то вдруг вот эта вот стабильность проклятая. Вот что я ненавижу, эта стабильность. То, чего жаждет наш телевизор. Понимаете, вот Нас это жаждет половина... пропагандоны, они это приманивают стабильно. Вот я это ненавижу. Как же так 21 век? Ну уж куда-то надо двигаться. Лена Меджидовна, половина страны, 70% страны хочет стабильности. Да. Люди хотят приходить домой, есть бутерброд с колбасой, и чтобы он всегда был. Да. Их же можно понять. Но это не стабильность, а это вздыхание. Даже театр меняется, но нельзя требовать, что замечательный театр 1975 года, чтобы сейчас так же нам показали. Вот не надо ваших вот этих новенького этого всего. Вот сделайте нам, как было вот в Амхате, в каком-нибудь там... В 1911 году. Да. 21 век, весь мир поменялся. Сильно поменялся. Если бы Галина Борисовна Волчек назначила Рыжакова при своей она жизни... вела с ним переговоры. Да, но если бы это назначение прозвучало при ее жизни, как вы думаете, театру было бы легче? И Рыжакову? Может быть. Не знаю. Почему у нас в театрах не принято уходить до смерти? Ну, страшно бросить свое детище, которое столько лет человек воспитывал, растил, ухаживал за ним, и появилась стабильность. Но ведь если бы Галина Борисовна пораньше ушла из театра, было бы попроще. Вот это я не знаю. Я думаю, что вот эта ситуация, которая сейчас случилась, она бы настигла и пораньше. В любой момент. Театр настигает вот эта жуткая ситуация, в которой находятся люди, которые считают, что они должны возглавить театр. А не кто-то, кто придет талантливый, интересный, благородный, замечательный. И трудности были. У Кирилла Серебренникова ужасающие были трудности поначалу. И у Могучего были ужасные трудности. Я думаю, что сейчас у Сережи Жиновача будут трудности. А уверена в этом. Вот это коллектив, это очень такая вещь несформулированная, но есть люди, у которых самоуважение и самооценка очень зависят от того, какую мощную роль не на сцене, а в жизни театра они играют. У вас нет? У меня нет. Я не борец, во-первых. Во-вторых, я не люблю вмешиваться ни во что. Но я вмешиваюсь, когда начинают кого-то травить. Это я не могу ни помочь, ни защитить. Это во мне сидит. Меня тоже травили. Это было в жизни у меня дважды. Когда? Было. И в школе, и в театре было. И я знаю, что это такое. Надо защищать обязательно. У меня есть ощущение, что вы грустите. Очень. Мне кажется, что-то произошло такое,
Вот сейчас звонила моя подруга Люся Крылова, и мы друг другу жаловались, как от этого уныния спасаться. Что делать? Как спасаться от страхов, от уныния, от того, что слышим, чуем, узнаем. В театре какие-то происходят очень серьезные перемены. Вы боитесь перемен? Бывают хорошие перемены, я их жду и надеюсь на них. А бывают перемены, знаете, как прекрасное будущее, очень похоже на ужасное прошлое. Такое есть. Как вы думаете, может ли наступить момент, когда президентом России станет женщина? Вполне возможно. Я смотрю на Любочку Соболь и думаю, вот мой президент. Вы бы проголосовали? Да. Если бы, например, вы были бы президентом России? Нет, это исключено, и я этой России не пожелаю даже в страшном сне. Свобода или безопасность? Когда это случится, я тогда выберу. Я не могу, сидя вот тут, вот, понимаете, в красивой комнате с вами и разговаривая о каких-то дорогих для меня вещей, среди дорогих для меня картин моих любимых художников, я не могу сейчас выбирать. Вот когда будет пожар, я пойму, как я буду действовать при пожаре. Милосердие или справедливость? Милосердие, пожалуй. Но это уже потому, что слишком часто приходилось в жизни выбирать, и я пришла к этому. А ведь мы все, смотрите, мы же хотим справедливости, да, все? Да, конечно. Но все-таки милосердие. Что такое возраст? Это такая сволочь. Это такая и незаметно подбирается. Огромные потери идут. Кто-то, может быть, и нет. Если сохраняются все условия творчества, дружбы, интересов, здоровья. Но, в принципе, возраст – это жуткая сволочь. Напасть. И да, не ожидаешь же ничего этого. Последний важный вопрос. В чем смысл жизни? Не знаю. Я так и не узнала.